слушают французский рэп. Я не знаю почему, но их сейчас огромное количество. Они прям заполонили все, что только можно. Рубль по отношению к доллару укрепился и, как следствие, по отношению к тайскому бату. Hello. Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы вам покажем самые популярные пляжи Пхукета, которые находятся на севере острова. Это Бангтао, Камала и Сурин, а также последние новости Таиланда. Вот мы приехали на пляж Камала. Небольшая волна, тут белый песочек. Там, где зонтики, раз-два места, там люди, конечно же, есть. Но вот в центральной части, там, где мы оказались, тут людей довольно-таки мало, очень спокойно, тихо. Водичка более-менее чистая. Тут есть вот всевозможные активности, видите, сразу же взяли доски, весла, сейчас будут гребсти. Хочу поделиться с вами тем, что сейчас на дорогах Пхукета просто какой-то нереальный трэш. И 5 лет назад, и 4 месяца назад такого не было, что огромное количество, даже не знаю, какая национальность, возможно, Алжир, возможно, французы алжирского происхождения. Ну, это на первый взгляд, я не знаю, но я все время слышу французскую речь. Они ездят без шлема, без масок, без футболки и гоняют с такой скоростью, что просто вот нереально. Я думал, это только на Патонге, но нет, даже вот мы мимо Камалы проезжали, мы ехали с Патонга до Камалы, было, по крайней мере, 3 очень аварийные ситуации, где, ну, вот буквально еще сантиметр, и была авария. Ну, то есть люди обгоняют по встречке, где угол поворота 90 градусов, и несутся просто нереальной скоростью. Не знаю, чем они руководствуются, может, у них там 9 или 10 жизней есть, просто не понимаю. Даже просто без шлема ездить, это уже как-то немного в голове что-то должно не хватать, чтобы это делать. Что можем сразу заметить, такие вот небольшие барчики, где можно посидеть, небольшое количество пальм, где можно там покататься на качелях, взять свое полотенце, на нем полежать, или вот какое-то там пластиковое кресло. У нас также продолжается медуза-патруль, то есть мы ищем все медузы на всех пляжах Пхукета, чтобы рассказать, где их большое количество, а где поменьше. За это у нас ответственная Маша, потому что она их ужасно боится, и если их видит, то сразу же сигнализирует. Да, сразу появляется паника и сигнализация, что они есть. Ну а мы сейчас пройдем буквально чуть-чуть по пляжу, посмотрим. Если они есть, то обязательно они будут лежать на песке. Здесь еще что классное, это песочек, он такой максимально мелкий и мягкий и белый. Вот можете посмотреть. Можно заметить, что тут есть волны, да, такие как на Короне, но если присмотреться, то это прям вот когда при заходе, при первых там 5 метров, дальше волн вот я не вижу, поэтому вполне комфортно купаться. Мы сегодня обязательно на каком-то одном из 3 пляжей скупаемся. Что бросается в глаза, это огромное количество кафешек вдоль всего пляжа. Такие небольшие кафешки, причем они полностью забиты. Ну и также тут нет огромных отелей, тут такие небольшие домики двухэтажные. Вид довольно-таки приятный. Я вот люблю, когда такое вот пальмы, песочек, море и больше ничего нет. Это классно. Мы с Машей пришли к единому мнению. Это место очень напоминает Бали. Там вот такая же вот дорожка, вдоль нее такие отельчики и пляж тоже такой не сильно многочисленный. Тут такой контраст, все более-менее современно. А наверху, смотрите, такая хижина прям в панганском стиле. Может быть, это бар, непонятно, но туда, по-моему, не подняться. Камалу мы только что показали, едем дальше. На очереди у нас что? Сурин, по-моему. Сурин. Медуз мы не нашли, море показали. У нас не так много сегодня времени, чтобы прям ходить по всему пляжу. Тем, кто хотел увидеть, в каком сейчас состоянии, я думаю, увидел. Вдруг кто собирается приезжать или кто
давно его не видел, возможно, ностальгия у них проскользила. Мы приехали на пляж Сурин. Тут нас встречает такой красивый храм. Традиционно дорожка вдоль пляжа, на которой можно пройтись. Такие вот макашницы стоят, садятся прямо на таких пластиковых стульчиках и что-то заказывают. Сейчас узнаем, что почем. Цены тут не самые дешевые. 80 бат пад тай. Можно было бы, наверное, чуть подешевле. Тут фруктовые шейки. Тут такие штучки на гриле. Рыба. Hello. Тут тоже шпажки. Тут стоимость 20 бат за одну штучку. Ну, примерно ценовой порядок вы уже поняли. Мы спускаемся по такому спуску. Не очень удобного. И видим традиционные зонтики и огромное количество людей вдоль всего пляжа. Песочек белый, приятный, чистый. Стараются, убирают. Водичка вроде чистая, и очень тут как-то смешно все сидят. Знаете, как на курортах Анапы, Сочи, вот так вот все заходят 5 метров и дальше не идут. Как-то интересно. Ну, кстати, это вот все те товарищи, которые гоняют на байках с сумасшедшей скоростью, слушают французский рэп. Я не знаю почему, но их сейчас огромное количество. Они прям заполонили все, что только можно. Практически все шезлонги, какие есть, заняты, и причем они вдоль всего пляжа. А в отличие от предыдущих пляжей, где там выборочно, где-то слева, справа, где-то посередине, а тут прям вот везде. По количеству людей на квадратный метр тут, наверное, больше, чем даже на Потонке. Мы вот с Машей свой глазометр включили и увидели. Возможно, это потому, что тут нету медуз. Вот мы идем, пока ни одной не было. Хотя прилив вот очень сильный. Водичка, что самое классное, здесь не смешивается с песком, то есть можно вот эти волны пройти буквально немножко, и дальше там прям прозрачная вода. Это прям очень здорово. На самом деле это такое классное место, где можно искупаться. Я сначала подумала, что вот это вот темное, это что-то типа водорослей, но нет, это какие-то какой-то такой темный песочек, то ли что-то такое непонятное. В общем, тут нету ни водорослей, ни медуз пока что я не заметила. Ну и заход здесь такой максимально крутой, максимально мягкий. Я так полагаю, что вон там вот дальше чуть-чуть поменьше волны. Хотя их тут в принципе особо нет, но прям тут кайфово. В общем, мне тут прям супер нравится. Мы с Машей только что поняли, почему абсолютно практически все зонтики заняты. Потому что тут очень чистая вода. Хотим тут скупаться, но нам сейчас надо ехать в Бангтау. Когда мы приедем в Бангтау, мы уже сделаем вывод, где мы будем купаться на одном из этих 3 пляжей. Маша пока хочет тут скупаться, но я говорю, что в Бангтау, возможно, будет даже лучше. В общем, съездим, сравним и расскажем вам, куда лучше ехать. Тут можно заметить, что тоже нет больших отелей. Тут очень много зелени. Ну вот видите, да, люди приходят, сразу им показывают: давайте садитесь на шезлонг. Сразу дают меню. Все для вашего отдыха. Я не совсем понимаю, в чем кайф просто стоять, потому что можно проплыть 100, 200, 300 метров и получить намного больше удовольствия, плюс еще немного так позаниматься своего рода таким фитнесом. Попробовав водичку, я поняла, почему огромное количество людей просто заходит в воду и там стоят. Она, во-первых, как я уже сказала, чистая, прозрачная, и еще она невероятно теплая. Поэтому, когда позаграешь немножко, хочется чуть-чуть охладиться и просто кайф хотя бы стоять там и даже не плавать, просто стоять.
Тут есть такие качельки, можно на них покачаться и что-нибудь перекусить. Вот мы вышли с другой стороны, тут огромное количество столиков, можно что-нибудь покушать. Hello. Ну, стоимость такая на первой линии, видите, за 80 бат. Даже есть за 50 бат омлет вот с рисом, это дешевле, чем на рынке, в который мы заезжали недавно. Сейчас посмотрим, что еще тут есть. Ну, средняя цена 80 бат, в принципе, для первой линии это очень даже хорошая цена. Вот, есть даже за 60. Рис с яйцом, с овощами. Честно говоря, кушать не хотели, но вот идем по этой улице, отовсюду запахи тайской еды, и как бы ты не был сыт, все равно, когда ты чувствуешь запахи, хочется прям побежать что-нибудь съесть, пад-тай, шпажки какие-нибудь, еще что-то. Вот нам как раз показывают уже приготовленное. Ну, thank you. Вот от чего запах идет. Выглядит все очень вкусно. Когда идешь по этой улочке, где всякие шашлычки делают, как будто бы на Первомайские в парках. Шашлыком прям пахнет. Нашим традиционным шашлыком. Также есть пиво, различные шейки. И кто не успел купить шлепки или какие-то там солнечно-защитные крема, тут вот все можно купить. Все есть. Узнали цены, 150 бат стоят защитные крема от солнца. В Севене, Маша говорит, дороже, а Ватсон, это самая популярная такая у них косметическая сеть, а там различные скидки, их большое количество, и там чаще всего можно купить с большой скидкой. На самом деле очень здорово, что тут есть всякие различные солнцезащитные средства и все, что нужно именно для пляжа, потому что иногда приходишь и понимаешь, что у тебя там закончился какой-то крем, у тебя нету лежака, ты его забыл, или там полотенце с собой не взял, а тут прям есть все-все-все. Поэтому, в принципе, неплохие маркетинговые такие знания у них. Вообще так неплохо, можно вот взять какую-нибудь бутылочку или шейк, или просто кокос за 50 бат, сесть и так вот посмотреть, потом позагорать, покупаться, потом выйти в какую-нибудь кафешечку, сесть за 50 бат, взять патта или что-то наподобие, и потом вечером поехать домой. Мы с Пашей не очень любим многолюдные места, но это, наверное, один из единственных пляжей, в принципе, в Таиланде, где можно эту многолюдность простить, потому что тут прям классно. Что, поехали на Бангтау сравнивать и рассказывать, что лучше. Мы приехали в район Бангтау, ехали вдоль этой дороги, и очень красиво там все, конечно, так все выглядит. Сейчас мы заходим на пляж. Фруктовые соки тут уже 180 бат, недешево. Вот он, пляж Бангтау. Сразу видно такие дорогие отельчики. Чем-то напоминает Бали именно место Нуса Дуа. Вот прям один в один. Дорогие отели, практически никого нет, белый песочек и вода практически без волн. Да, конечно, Бангтау огроменный пляж, просто нереальный. Тут, наверное, за час не пройти вот вдоль, в одну сторону. Длина этого пляжа 7 километров. Представляете? Но мы его за сегодня точно весь не пройдем, но немножко походим, посмотрим. Возможно, даже тут скупаемся. Особенность этого пляжа — вот такие вот хвойные деревья. Видите, они вот вдоль абсолютно всего пляжа. Немножечко так напоминает родину. Где-нибудь под Репино как будто вы гуляешь, вот прямо один в один. Пальмы тут тоже есть, но только где дорогие отели. А так вдоль практически всего пляжа вот эти вот хвойные деревья. Вот такой вот чистый белый песок.
Маша сейчас будет говорить вердикт по поводу чистоты и наличия медуз. А водичка прям супер прозрачная. Не то, что на Патонге. Заход такой тоже сразу же глубокий, то есть не надо идти достаточно долго. Ну и медуз, насколько я понимаю, здесь нету. Решили чуть-чуть пройти по левую сторону, посмотреть, как там, что там. Тут уже, видите, есть такие буйки, и они ограничивают не только по бокам, но и вдаль. Но можно, в принципе, и тут скупаться, поплыть куда угодно, но я боюсь, что тут есть вот это самое обратное течение, которое все-таки нежелательно с ним плавать. Но вообще, свое первое впечатление могу сказать, что мне тут нравится. В первую очередь потому, что тут не сидят в воде, как лягушки, по 50 человек на квадратный метр. И тут можно спокойно вот пойти, и огромное количество свободного места, где хочешь, там и купайся, где хочешь, там и садись. Как-то комфортнее сразу себя чувствуешь. Мы с Машей вспомнили, что именно на пляже Бангтау мы ни разу не были. Мы были на Сурине, мы были на пляже Камала. Практически на всех пляжах заметных Пхукета мы были, даже которые не туристические, мы тоже на них были. Поначалу, когда приехали на Пхукет, в основном не на туристических и были, потому что мы ничего не знали, приезжали на какие-то пляжи, где никто даже не купается. Технические. Технические, да, так называемые. Потом уже начали ездить в туристические популярные места. Именно на Бангтау мы не были, и это очень большое упущение, потому что тут довольно-таки симпатично, большой пляж, чистая водичка и практически никого нет. И еще тут поющий песок, такой же, как и на Короне. Сейчас будем купаться именно на Бангтау. После купания сразу расскажем все наши впечатления. Ну что, мы только что скупались, водичка идеальная, ни одной водоросли нету. Чуть дальше отплываешь где-то 20 метров и практически нету волн. Единственный минус этого пляжа Бангтау в том, что тут нет доступных кафешек, макашниц вдоль первой береговой линии. Мы сейчас вот зашли буквально вот, а тут совсем рядом, посмотрели, там цены 150, 200, 250 бат. В целом пляж мне безумно понравился, и, честно говоря, уже так чуть-чуть жалею, что этот месяц мы были на Патонге. Сам Кондо у нас отличный, но именно пляж Патонг сейчас уже немного подкачал. То, что вы видели в выпуске, к меня ужалила медуза, с тех пор мы там больше не купались. И если в следующий раз когда-нибудь я все-таки вернусь на Пхукет, то, скорее всего, это будет или Бангтау, или что-то ближе к Сурину. Честно говоря, вот скупался и хочу снова сюда вернуться обязательно. Мне все-таки водичка больше понравилась на Сурине, потому что она прям кристально чистая, на мой взгляд. Здесь она немножко грязнее, но здесь огромный плюс, что здесь нет огромного количества людей, поэтому здесь каждый будет выбирать либо Сурин, либо Бангтау. На самом деле Бангтау нам очень многие рекомендовали, те, кто смотрит наш блог, поэтому вам огромное спасибо за рекомендацию. Мы действительно оценили этот пляж и тоже его рекомендуем. Ну и самое главное, это то, что тут нет медуз. Что мне еще понравилось на пляже Бангтау, это то, что буквально чуть-чуть проходишь, и тут такое вот озеро. А это уже кондоминиумы, где довольно-таки нормальный ценник для жилья, который я смотрел 2-3 месяца назад, он был адекватный. Сейчас я уже не знаю, поменялся он или нет. Тут можно волейбол сыграть, сейчас мужчина готовится. Такие есть катамараны. Район Бангтау, он немного особенный, потому что здесь нету таких типичных тайских домиков, которые можно снять, да, а здесь именно кондо в основном, и еще вот такие вот, я не понимаю, отели это или виллы. Здесь еще есть очень много озер и очень много хвойных деревьев, достаточно мало пальм, поэтому такое ощущение, когда ты сюда попадаешь, что ты где-то не в Таиланде вообще находишься. Мы прошли немного дальше, тут можно заметить огромное количество семей с детьми. Я читал, что именно пляж Бангтау славится тем, что тут семейный отдых прям процветает. Наша цель
Вон те вот зонтики, мы хотим узнать, можно ли тут покушать или нет, или же нам придется искать где-то в райончике Бангтао местные тайские кафешки. Тут рядом такой отель с бассейном, а тут уже можно увидеть кокосы, чипсы, манго, ну и вот цены. Это пирог, который называется панкейк, роти панкейк. Но больше тут особо ничего не поешь. Я думал, тут все-таки что-то мы найдем покушать, к сожалению, нет. Придется сейчас какую-нибудь кафешку искать. И немного вам еще покажу пляжи Бангтао. Нас очень часто просили это сделать, и мы все-таки это сделали. Район Бангтао нас очень-очень приятно удивил в целом, не только пляж, потому что здесь максимально чисто и как-то все аккуратно, такое все новенькое, какое-то не зашарпанное. Вот, и, конечно же, в следующий раз, когда мы приедем, если приедем сюда, то, наверное, выберем как раз-таки именно этот район для жизни и для зимовки. Теперь поговорим о новостях Таиланда. Не так давно было объявлено о очередном продлении ковидного штампа, в принципе, как я и прогнозировал. На этот раз он продлен уже до 25 мая. Это хорошая новость, но также вместе с этим следует и другая новость. Выдача генконсульством писем о пролонгации россиянам срока пребывания в стране больше не осуществляется. Это, в принципе, и ожидаемо. Вторая новость гласит о том, что рубль по отношению к доллару укрепился и, как следствие, по отношению к тайскому бату. Если неделю назад курс был 1 к 3,5, то сейчас уже 1 к 2,5. А это уже примерно как месяц, полтора-два назад. Третья новость о том, что можно уже открыть тайскую карту вполне себе по доступным ценам. Если месяц назад ходили слухи, что открытие тайской карты стоит минимум 200, а то и 250 долларов, где в стоимость была включена тайская страховка на целый год, то сейчас можно открыть всего лишь за 1200 бат, причем 500 бат уже будет у вас на счету. То есть получается стоимость открытия 600-700 бат. Подробно, как это сделать, мы опубликовали в нашем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Там также мы делимся с подписчиками последней актуальной информацией относительно Таиланда, нашего путешествия, ну и вообще путешествий в целом. Четвертая позитивная новость гласит о том, что пока что в России не блокируют YouTube, но по-прежнему отключена монетизация за просмотры в РФ, что уже сказалось на многих блогерах, в том числе и, конечно же, travel-блогерах. Но у нас основной заработок не связан с YouTube, поэтому мы будем снимать и далее, в принципе, как снимали до этого. Я еще раз повторюсь, нам будет уже приятно, если вы поставите просто лайк, напишите хороший комментарий и подпишитесь на канал. На данный момент это нас намного больше мотивирует снимать далее, чем заработок с YouTube. Также с 1 апреля будет официально действовать новые правила въезда в Таиланд. Одни из изменений гласят о том, что не нужен ПЦР-тест перед вылетом по всем программам въезда, но сохраняются тесты по прилету. Первый ПЦР и на 5-й день АТЭК, так называемый экспресс-тест. А Санбокс сокращена до 5 дней и карантин для невакцинированных всего 5 дний. Напомню, когда мы уезжали в октябре, в начале октября в Таиланд, карантин был 14 дней, 2 недели, то есть практически в 3 раза стал меньше. Тайпас все так же нужно получать, но и имейте в виду, что подать на Тайпас вы можете не менее чем за 2 дня. Но лучше это, конечно, делать всегда заранее, чтобы не было стресса. Традиционно всем спасибо за просмотры, обязательно ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Всем пока!